Алексей. Здравствуйте. И первый вопрос такой. Что же происходило в Варшаве? Как начался и проходил первый день восстания? Здесь хотелось бы сказать прежде всего следующее. Это было восстание дилетантов, если можно так выразиться. Хотя его руководители имели определенный военный опыт, в том числе с Первой мировой войны. Так генерал Комаровский служил еще в австро-венгерской армии в Первую мировую войну. Но в целом это были люди, которые первый раз брали в руки оружие в массе своей. И одной из проблем стало то, что, во-первых, о начале восстания был отдан приказ буквально за несколько десятков минут до начала комендантского часа в предыдущий день, и прохождение сигналов до всех групп подпольных, которые были в Варшаве, оно проходило, во-первых, медленно, во-вторых, доходил этот сигнал не одновременно. И, соответственно, вот эта подготовка, которая реально началась ранним утром 1 августа, она была еще смазано вот этим непрофессионализмом участников, когда впервые получившие в руки оружие молодые люди, не дожидаясь назначенного часа, а час был назначен на 17 часов 1 августа, перешли к каким-то активным действиям, когда они начали стрельбу, начали бросать бутылки с зажигательной смесью, известной сейчас как коктейль Молотова, и уже в 13:30 немецкий гарнизон был фактически предупрежден о том, что началось. А немцы, которые уже давно собирали сведения о польском подполье и захватывая членов этого польского подполья, довольно хорошо себе представляли общую идею восстания и, соответственно, подготовились. Да, они подготовились, и подготовка эта была достаточно простой. Они укрепили места, где они расквартировались, соответствующим образом накопили боеприпасы, и к 17 часам немцы уже сидели у бойниц и держали руки на спусковых крючках и ждали, что начнется. И вот оно началось. А вот у меня вопрос. Как я понимаю, Варшавское восстание было частью плана «Буря». Вот расскажите про этот план «Буря», что он собой представлял? Ну, так скажем, что план «Буря», основная его идея как раз и была Варшавское восстание. Руководители Варшавского восстания, они исходили из следующего тезиса, что успех их плана, их восстания, может быть в том случае, если немцы уже будут уходить из города, в данном случае Варшавы, а Красная Армия еще не войдет в него. И вот в этот промежуток, как говорится, безвластия, можно будет поднять восстание, которое имеет шансы на успех. И оружие для этого плана накапливалось, в том числе вне города. Надо сказать, что англичане снабжали польское подполье с помощью своей авиации уже много месяцев. То есть этот процесс начался, как говорится, не вчера, по состоянию на 1 августа 1944 года. И вот этот вот план, он имел ряд существенных недостатков. Первый – это что делать, если немцы не уйдут. И второй, если Красная Армия где-то задержится. И кроме того, одним из таких, я бы сказал, детских недостатков этого плана была нацеленность на захват сразу многих объектов. То есть вместо того, чтобы сосредоточить наиболее боеспособные части на захвате таких важнейших объектов, как Варшавские мосты, аэродром, то есть то, что могло сыграть на пользу восстания, силы были распылены на огромном пространстве города. Варшава был большой европейский город. И целями атакующих было, насчитывалось они, по-моему, или 400, или даже ближе к 500. То есть объектов, которые нужно было атаковать. А сколько всего было восставших вот на момент начала? Оценки даются разные, до 40 тысяч, но современные оценки современных историков – это примерно 20 тысяч человек.
А у немцев сколько было примерно? А у немцев формально гарнизон, если считать численность, как немцы это выражались, едоков гарнизона, количество едоков составляло 16 тысяч человек. Но реально могли вести бой, то есть из них, если отсеять тех, кто способен... Писарей там, да, капитан-армусов. Дело даже не в разделении тыловые, передовые, а в том, что, например, 3000 из этих 16 тысяч составляли зенитчики. То есть это персонал Люфтваффе, аэродромные, зенитчики, и бросать их в бой с винтовками было сразу затруднительно, так скажем. Поэтому реальная численность того гарнизона, который мог оказать сопротивление восставшим, составляла около 5000 человек. В основном... 5 против 20, условно говоря, да? Да, но при этом, естественно, гарнизон располагал большим количеством оружия. Дело в том, что план доставки оружия в Варшаву, он не был выполнен в полной мере восставшими. Почему? Перехватывались, то есть конвои перехватывались. И сбивались самолеты, наверное, западные? Но западные самолеты, они все же доставляли оружие в целом в Польшу, а для самого восстания собиралось оружие, можно сказать, даже со всей Польши, и предполагалось, что оно будет доставлено несколькими транспортами в город. И вот эта вот идея доставки оружия извне, она была, естественно, довольно опасной. И опасения были не беспочвенными. Часть транспорта была немцами банально перехвачена, это оружие стало трофеями немецкого гарнизона. Ну, там в основном, так я понимаю, речь шла об автоматах, да? Да, это было легкое оружие, то есть, разумеется, ни о какой артиллерии у восставших не могло быть и речи, и было мало автоматического оружия, прежде всего пулеметов, и мало боеприпасов. У меня вот такой вопрос. Там ведь, как я понимаю, среди целей вот этого плана бури было поднять восстание до того, как, значит, Красная Армия подойдет, и неким образом тем самым застолбить, что ли, называется, на будущее место для представителей лондонского правительства в эмиграции польского, да, и неким образом планировалось как-то заставить СССР признать границы между, довоенные границы вот 1939 года. Вот как они рассчитывали сделать это, значит, в отношении СССР? Но вообще считалось, что да, если удастся захватить город, то захваченный город, причем с гарнизоном польским примерно в 20 тысяч человек, а то и больше, Советы, как выражались соответствующие политические деятели, не смогут игнорировать. И далее предполагалось такие, можно сказать, мечты, что будет отправлена польская десантная бригада из Англии. То есть, в общем, уровень мышления руководителей восставших с этой бригадой можно оценить. Из Англии или даже там из Европы доставлять бригаду через огромное расстояние, можно сказать, через всю Германию, и высаживать в Варшаве. То есть, что такое десантная операция, они представляли себе, прямо скажем, в лучшем случае на картинках, да. И еще один был неверный расчет, что Сталин и советское политическое руководство уже не задумалось о том, что они будут делать в таком случае. Ну да, не просчитывали их ответ. Да, все же и Сталин, и Молотов, и вообще высшие руководители СССР, они не были политическими младенцами. Как выражался Мехлис, у него была такая фраза про политических младенцев. И, соответственно, заранее, еще до того, как восстание стало свершившимся фактом, в крупном городе польском, одним из первых, который был освобожден, Люблине, было организовано аналог, я бы так сказал, правительства, некая организация политическая, которая, соответственно, представляла силы прокоммунистические. Просоветские. Да, просоветские. Вот те молодые люди, которые составляли костяк восстания, я так понимаю, это представители армии Краевой, да, во многом, аковцы. Да. Давайте поговорим, кто такие аковцы, вот их позиция в отношении немцев и Красной Армии какая была? Вообще говоря, их позиция формулировалась как идея двух врагов. Для них и немцы, и СССР были врагами.
Соответственно, политически они были ориентированы, ну, это, как бы, естественно, похвальное желание на создание польского национального государства, но, тем не менее, вот эта идея двух врагов, она существенно подрывала их возможности в той реальной обстановке, когда с востока шла Красная Армия. То есть они изначально уже готовились воевать потом и с большевиками, так скажем, с советами. Ну, воевать, может быть, в отдаленной перспективе, но, тем не менее, о прямом взаимодействии речи не было. Поэтому эта организация военно-политическая, она изначально себя ставила в достаточно сложную позицию в отношении помощи со стороны Красной Армии. При этом надо сказать, что в восстании участвовали и прокоммунистические силы, которые были на тот момент в городе. То есть, естественно, будучи польскими патриотами, они присоединились к восстанию. Но они составляли, я бы так сказал, подавляющее меньшинство участвовавших в Варшавском восстании. А вот была еще альтернативная организация, организованная, так скажем, и спонсируемая во многом СССР, армия Людова. Вот что это такое, каковы были у них отношения с армией Краевой? Это, безусловно, были враги, поскольку враги на политическом поприще. То есть армия Людова, она ориентировалась на создание в Польше государства, так скажем, советского типа, и полностью ориентировалась на взаимодействие с СССР как в военном, так и в политическом отношении. При этом не лишне будет сказать, что в СССР уже де-факто создавались польские части, и они пошли в бой первый раз, польская дивизия, еще в октябре 1943 года. То есть почти за год до восстания уже имелось, на самом деле и у союзников были польские части, но в СССР тоже было... В том числе армия Андерса, когда была сформирована в СССР, да? Да, первоначально, но тем не менее имелось уже не только какая-то политическая организация, не способная на что-то опереться, но и вполне дееспособные части, уже получившие боевой опыт. И сейчас, может быть, с 2014 года нам это кажется странным, и мы можем относиться с подозрением к сочувствующим идеям марксизма, коммунизма, но тогда это была весьма распространенная идеология, и в реалиях 20-30-х годов имелось немало сторонников этой идеологии в Европе. Поэтому говорить, что это были некие, что называется, или купленные люди, или вообще непонятно откуда взявшиеся, это совершенно неправда. Не марионетки. Да, это были люди, носители определенной идеологии. Да, определенной идеологии, они в это все искренне верили. Кто-то из них позднее разочаровался, кто-то не разочаровался до самой смерти. Например, да? Кто-то не разочаровался до самой смерти. Да, и имело место разделение польского населения между двумя, так сказать, центрами притяжения. То есть Люблинским комитетом и правительством в изгнании в Лондоне. В изгнании, да, в Лондоне. Как дальше развивались события? Я так понимаю, что немцы стали подтягивать силы, и, в частности, там немалую роль сыграла СС. Почему именно эсэсовские части там присутствовали? Значит, здесь надо разделить эсэсовские части, которые использовались для наведения порядка в тылу, и Waffen-СС, то есть армейские боевые части, которые были под командованием армейских генералов. Да, под командованием армейских генералов, например, воевали эсэсовские дивизии на подступах к Варшаве, но при этом участие их в подавлении восстания было минимальным. И я бы так сказал, что началось все на самом деле с попытки пробиться к мостам для того, чтобы переправиться через Вислу и вступить в бой с Красной Армией. А с восставшими участвовали в бою формирования, создававшиеся под эгидой СС,
но принципиально отличавшиеся от войсковых соединений. И здесь можно назвать прежде всего бригаду Дерливангера, которая отличилась в кавычках в боях с партизанами вот Белоруссии. Да, это, я бы так сказал... Штрафбат такой, условно говоря. Да, то есть это были люди, в том числе освобожденные под разными условиями заключенные. Люди это были, я бы так сказал, с весьма размытыми понятиями о том, как надо вести войну и о том, как относиться к мирному населению. Да, это были очень жестокие люди. Кроме того, под эгидой СС существовали в Варшаве, и в том числе на момент начала восстания, формирование коллаборационистов. То есть в связи с недавними политическими событиями будет не безинтересно отметить, что на момент, опять же, начала восстания в Варшаве находились части из украинских коллаборационистов, которые приняли участие в боях, можно сказать, с первых дней и часов восстания. Помимо этого были, если не ошибаюсь, азербайджанцы. Да, и вот эта смесь... Трудно ее назвать гремучей. Азербайджанские эсэсовцы. Да, то есть это люди были из формирований, которые преимущественно использовались в тылу для наведения порядка. Ну, то есть это каратели, такие отбросы общества, которых вот посылали зачищать тылы, антипартизанские такие формирования. Да, антипартизанские формирования, и начало активных боев в городе, оно ознаменовалось бойней в районе Варшавы-Воли, так называемая Воля, где было убито, по современным оценкам, около 30 тысяч мирных граждан, после того, как подразделения карателей ворвались в эту часть города и сломили сопротивление восставших. Почему происходило именно так? Дело в том, что немцы были в тот момент очень сильно заняты борьбой с Красной Армией, стоявшей на подступах в Варшаве. Это мы сейчас поговорим отдельно. Да, и они не могли выделить значительные силы для подавления восстания. То есть количество людей, которые они могли выставить для боя в городе, оно было незначительным. И в первые дни, часы восстания, вот те полицейские, так называемые охранные подразделения ландшутцены, они хорошо оборонялись, они крепко зацепились в своих фортифицированных казармах и местах расположения, в частности в здании гестапо, но при этом они обладали около нулевой наступательной мощью. То есть они не могли вести нормальные наступательные бои в городе, на которые были способны армейские подразделения. Не хватало тяжелой техники, артиллерии тяжелой. Да, им не хватало артиллерии, все эти вопросы постепенно решались, но вот на начало августа из бронетехники у них было буквально единицы танков, которые находились в ремонте и вышли из ремонта, и 28 самоходок «Хетцер», которые находились в формируемом батальоне противотанковом, были новейшие на тот момент, на август, самоходки. Это все, чем они располагали. Поэтому для борьбы с восстанием немцам не хватало сил. Они бросали все, что можно, все, что способно вести бой, они бросали на подступы к городу. А вот бригада Дерливангера, которая, например, вооружалась в основной массе своей даже трофейным оружием, она считалась для боя на фронте непригодной, но вполне пригодной для роли карателей. И вообще говоря, первых дней восстания необходимо отметить такую черточку, которая характеризует, опять же, его руководителей. Во-первых, Бург-Комаровский, будучи, что называется, человеком старой школы, весьма слабо использовал для связи со своими подразделениями радио. То есть он... Была радиобоязнь, он боялся, что перехватит? Ну, скажем так, рация для связи с Лондоном у него была, но вот управление своими подчиненными подразделениями по радио было налажено, можно сказать, никак. И это сильно сыграло негативную роль, в том числе и во взаимодействии с теми частями
польскими, которые были вне города, которые можно было подтянуть на помощь восставшим, так или иначе координировать их действия, но это сделано не было. И вообще, например, выбор руководителями восстания своей штаб-квартиры, они выбрали так, что оно находилось недалеко от местного полицейского подразделения. И, соответственно, в первые 3 часа восстания, во-первых, Комаровский имел крайне слабую связь со своими подчиненными, а во-вторых, он сам находился на грани того, чтобы попасть в плен. То есть обстрелы, да? По-моему? Да, его вот это фабричное здание, где он расположил свою штаб-квартиру, оно было взято под обстрел, я бы даже сказал, какое-то время находилось в окружении. И вот из этого всего складывалась весьма неприглядная картина элементарно плохо спланированного восстания. То есть если бы это восстание было спланировано не профессионалом в подпольной борьбы, каким был Комаровский, а профессиональным, хорошим военным, можно сказать, крепким военным специалистом, наверняка были бы сосредоточены усилия на захвате ключевых пунктов, более грамотно использована часть, например, самые боеспособные части восставших, они фактически обороняли штаб-квартиру Комаровского. А какие наиболее боеспособные были части? Это были подпольщики из числа военнослужащих польской армии, которые сумели, во-первых, избежать уничтожения, плена и прочего в 1939 году, и обладали какой-то первоначальной выучкой. И, наверное, они были хорошо вооружены, в отличие от... Да, то есть у них было оружие, оставшееся товарищей от польской армии. И вообще в целом это было те подразделения, которые были способны дать бой и дать серьезный бой. Вместо того, чтобы бросить эти подразделения на захват мостов, они обороняли штаб-квартиру Комаровского. И в итоге мосты, один из которых оборонял 27 человек, а другой оборонял 20 человек, сапер. То есть, опять же, это не, что называется, закаленные в боях на фронте головорезы, а саперы, задача которых был подрыв мостов в случае чего. И вот эти вот мизерные отрядики, их не смогли выбить с мостов. И немцы контролировали мосты, и восставшие, они видели мосты, они в течение месяца могли смотреть на мосты, можно сказать, даже невооруженным взглядом, но даже потрогать их не могли, потому что мосты немцы прочно оборонялись. Их путем огневой... Да, они могли только воздействовать, опять же, не круглые сутки по ним огнем, но от этого было ни тепло, ни холодно с точки зрения возможности их использования, потому что понятно, что при попытке их использовать и попытке их захватить уже могла идти речь о их взрыве. То есть вместо того, чтобы наиболее боеспособными частями принять акцию в стиле Бранденбурга 1941 года и разоружить охрану моста и предотвратить их взрыв, они топтались. Да, они топтались на месте. Кроме того, в части восставших, находившиеся в Праге, Прага — это не город Прага, столица Чехословакии, это предместье Варшавы, находившееся на восточном берегу Вислы. И вот сигнал о начале восстания дошел до подпольщиков в Праге одним из последних. В итоге они дольше всех собирались, дольше всех получали оружие, и когда они пошли на мосты, уже несколько часов шло восстание, немцы были не то что предупреждены, они уже предпринимали активные действия. Просто воевали уже. Да, уже вовсю шло сражение за город, и... Они разъединились, собственно говоря. И по существу восставшие оказались разъединены. Вместо того, чтобы сразу плотно взять мосты и оборонять их со стороны Праги, с востока, и со стороны старого города, то есть с запада, мосты были оставлены немцам. Причем немцы, интересно, опять же, деталь, характеризующая боеспособность немцев, пробивались к мостам, и в ходе этого броска к мостам они умудрились потерять, причем одну из них полностью боеспособной, 2 «Пантеры». 2 танка «Пантеры», которые предназначались к войскам, которые сдерживали Красную армию, они в уличном бою были отбиты восставшими, причем пленный экипаж согласился научить
восставших, как управлять этим танком, как из него стрелять. Жить, видимо, очень хотели. Ну да, они хотели жить, и надо сказать, что восставшие, по крайней мере, в отношении армейских пленных, то есть тех, кто составляли военнослужащих вермахта, они пытались, по крайней мере, соблюдать конвенции соответствующие, их там не пытали, допрашивали, есть даже фотографии, кстати, допроса одного из высокопоставленных пленных, руководителя одного из местных там полицейских участков, если не ошибаюсь. Но, тем не менее, вот этот вот даже частный успех, он говорит о том, что немцы были не так сильны, как может показаться, и масса возможностей, опять же, Хетцера, один из Хетцеров, по крайней мере, один из Хетцеров был захвачен восставшими. Вот эта самоходка, она, опять же, фигурирует и в хронике, и, так скажем, стала одной из легенд Варшавского восстания. Так что немцы были не так сильны, и при другой организации восстания оно могло добиться куда больше успеха, чем добилось в реальности. А как относились повстанцы к эсэсовцам, вот эти коллаборационистам, которые попадали к ним в плен? Вот их как раз предпочитали расстреливать, что называется, без суда и следствия. Эти люди себя охарактеризовали однозначно, можно сказать, еще в период оккупации, и поэтому как раз с ними не церемонились. Поэтому в отношении этой категории никакие конвенции не соблюдались, и происходило это, в общем-то, из-за негативного опыта, который был накоплен с 1939 года в оккупации. И надо сказать, что вот это постепенное начало восстания до часа X назначено, оно во многом было вызвано ненавистью, которую испытывали к оккупантам, и желанием отомстить. Но, к сожалению, оно сыграло... Когда эмоции выплеснутые эмоции, особенно когда в руках у молодых людей появилось оружие, они его поспешили применить и тем самым, может быть, вскрыли подготовку восстания. Не могу вас не спросить о судьбе Бронислава Каменского, руководителя Локотской республики на Брянщине, основателя, значит, Российской освободительной армии, которую, значит, немцы расстреляли якобы за зверство. Вот не могу установить, за что они его, значит, убили и при каких обстоятельствах это происходило. Настолько немцы относились брезгливо вот к этим коллаборационистам? Ну, я так скажу, что Каменский отличился, опять же, в кавычках, в подавлении партизанского движения в Беларуси. И то, что там творили, оно, я бы так сказал, и может быть, превосходило. Скорее всего, превосходило то, что дальше они творили в Варшаве. Я думаю, что вот эта версия, она несколько упрощает ситуацию. Считается, что Каменский ввиду падения дисциплины и вообще морали своего подразделения, он, опять же, по некоторым данным, потому что все документы не сохранились, попытался сбежать из Варшавы в Карпаты с непонятными, неизвестными целями. И во время этого бегства был задержан и расстрелян уже не столько даже за зверство, которое, я думаю, что немцы... Сколько за дезертирство? Да, сколько за дезертирство и за какие-то свои непонятные планы. То есть он просто струсил банально, да, получается? Струсил или попытался раствориться в послевоенной Европе, уже чувствуя, что... Расплата близка. Да, расплата близка, и то, что Третий рейх дышит на ладан, уже было достаточно очевидно. И он наверняка начал задумываться о своей судьбе после того, как Третий рейх падет, и предпринял некоторые к этому шаги. Что он собирался делать, достоверно неизвестно. То есть есть, опять же, слухи о том, что он собирался пристать к УПА или еще куда-то, но я думаю, что это только слухи. Эту тайну Каменский унес с собой в могилу. А другие представители этих карательных отрядов, я так понимаю, что одним из руководителей был, значит, видный эсэсовец Бах-Залевский. Бах-Целевский, да. Бах-Целевский это... Вот и его... Да, вот он как раз... Да. И я так понимаю, что после войны он был повешен. Да. Как раз в Варшаве, по-моему, да? Да, но, опять же,
карьера всех этих людей, карателей, она началась далеко не в Варшаве. Бах-Целевский отличился под Ковелем, то есть он зверствовал на Украине. активно зверствовал на территории СССР, и в Варшаву попал уже, можно сказать, сложившимся палачом. Да, сложившимся специалистом, можно сказать, состоявшимся в полной мере, и человеком, который уже имел значительный опыт, и в том числе боевой опыт под Ковелем. Поэтому чтобы он испугался каких-то, как говорится, мальчишек с сброшенными англичанами стенами, а это, в общем, надежды у руководства восставших были призрачными, что вот такие люди, которые пришли с территории СССР, где велась беспощадная борьба на уничтожение в немецких тыловых районах, что они будут себя вести как-то иначе, да, что они вообще говорят, что их можно будет взять на испуг, это было роковой, без преувеличения, ошибка восставших. Где на момент начала восстания находились ближайшие советские части? Советские части подходили к Варшаве с юга. Почему с юга? Дело в том, что Багратион, операция Багратион, хотя войска двигались к Варшаве, можно сказать, напрямую с востока, но на тот момент произошло окружение двух немецких армейских корпусов под Брестом, и те советские части, которые окружили эту немецкую группировку, они не могли немедленно пойти на Варшаву. То есть шли бои с окруженцами, и к Варшаве с юга подошли части левого крыла Первого Белорусского фронта, которые перешли в наступление позднее, чем основная масса войск Багратиона. И, собственно, вот это левое крыло Первого Белорусского фронта, оно дошло до Люблина, и в обход вот этого Брестского котла выдвигались к Варшаве. И, вообще говоря, советский план, он не предусматривал атаки в лоб на город. Потому что брать крупный европейский город с множеством каменных строений в лоб, это была идея для военных профессионалов, а командующий Первым Белорусским фронтом Рокоссовский был, безусловно, профессионалом, она была идеей дурацкой. И поэтому рассчитывали на то, что, во-первых, уже захвачен плацдарм к югу от Варшавы, и основной задачей Красной Армии на момент, когда вспыхнуло восстание, был захват плацдарма на Нареве, который позволил бы взять Варшаву в клещи. То есть с юга и с севера? Да, с юга и с севера. Опять же, это не было каким-то новым изобретением и неким кунштюком, который появился у Красной Армии внезапно в июле 1944 года. Абсолютно теми же методами брали Киев. Когда Киев брали... Лютежский и Каневский, по-моему, да, вот эти плацдармы? Да, плацдармы с юга и севера от города. Основную роль сыграл как раз Лютежский плацдарм, с которого ударила армия Рыбалка, соответственно, в обход города, опять же. И советский план взятия Варшавы, освобождения Варшавы, он был, можно сказать, братом-близнецом плана освобождения Киева. То есть тоже Магнушевский, Букринский и, соответственно, плацдарм в районе Пултуска и Лютежский. То есть очень похожие планы взятия крупных городов. Соответственно, лобовой атаки на предместье Варшавы-Праги не предполагалось. В чем же причина топтания наших войск около Варшавы? К Варшаве подошли советские подвижные соединения. На всякий случай скажу, что подвижные – это те, которые ездят на танках и на грузовиках. И они составляют примерно 10% общей численности войск сторон. Это стандарт во Второй мировой войне. На тот момент, во всяком случае. Да, на тот момент, да. И вторая танковая армия, которой командовал Алексей Радиевский, шла на север вдоль Вислы, можно сказать, в обход Варшавы для того, чтобы захватить плацдарм на Нареве. Конкретно на острие удара шел третий танковый корпус, который шел, можно сказать, мимо Варшавы на север. Угу. И вот по этому корпусу, который успешно смял пехотные части немецкие, был нанесен контрудар с помощью переброшенных дивизий Герман Геринг, 19-я танковая дивизия, 4-я танковая дивизия, ее остатки, опять же, эсэсский «Викинг», и они
нанесли контрудар, который привел к тому, что передовые части третьего корпуса были окружены и вынуждены были пробиваться из окружения. То есть был нанесен удар, который исключил захват плацдарма севернее. Да, севернее Варшавы. А стрелковые части, которые, опять же, с одной стороны были скованы на периметре котла под Брестом, либо только высвободились, либо шли к Варшаве с юга, они находились еще в нескольких днях перехода, потому что они шли пешком. Если армия Радзиевского ехала на танках и автомашинах, то основная масса пехоты шла пешком. И они просто не успевали к тому моменту, когда немцы создали достаточно стабильный фронт от Праги, предместья Варшавы, до Седлеца. При этом надо сказать, что у советских войск на тот момент, на начало августа, был прямой недвусмысленный приказ: мы берем Варшаву. То есть приказ освобождать Варшаву, имелся. Не было приказа встать там, в 10, в 20, там, в 50 километрах от города. То есть приказа остановиться не было. Но вот этот немецкий контрудар, он поставил крест на использовании танковой армии для захвата плацдарма, то есть сразу стало понятно, что имеющимися силами захватить плацдарм не получится. Ее фактически отвели назад, поскольку рисковать подвижными соединениями, наиболее ценными, элитными, я бы так сказал, сочли неразумным. И это, в общем, было вполне типичное решение, то есть когда сталкивались с такими контрударами, которые приносили потери в людях и в технике, предпочитали отводить. Да, подвижные соединения все же в пекло вновь не бросать и не повторять, тем более... То есть вводить их в чистый прорыв в основном. Да, то есть давайте ставить им адекватные задачи. Потому... Немецкий генерал, а после войны историк Типельскирх считал, что вот если бы на момент начала восстания советские войска бы поспешили и ворвались в город, то положение немцев было бы безнадежно. Вот прокомментируйте. Что такое ворвались в город, давайте разберемся. Да, допустим, механизированные части советские идут на пригород Прагу. И что? Этот пригород обороняли бы те же самые части немецкие, которые наносили контрудар. То есть пришлось бы пробиваться по улицам Праги, сражаясь с полноценными войсковыми соединениями. И что дальше? Выходят к мостам через Вислу, грохочут взрывы, и все. Мосты падают в реку, а дальше? И как врываться в город? То есть то, что можно было теоретически, опять же, освободить предместье Варшавы, это еще обсуждаемо. И то я считаю, опять же, в своей позиции своего знания о тех событиях, я считаю, что второй танковой армии отбить даже Прагу было нереально. Она не располагала достаточным количеством мотопехоты. Да, у нее было несколько сотен танков, но у нее не было достаточно пехоты для того, чтобы штурмовать городскую застройку. То есть произошло бы то, что произошло несколько месяцев спустя, когда наши войска завязли в Будапеште, да? Нет, в Будапеште как раз-таки танки никакие не совали, его брали артиллерии огнеметами. Но факт тот, что врываться на улицы города чистыми, можно сказать, механизированными частями, например, в Берлине танковые части шли плечом к плечу с стрелковыми. А если бросать только... Условно говоря, танкисты били по чердакам, уничтожая пулеметчиков, в это время, значит, пехота била по фаустникам, которые, значит, были пехота, в подвалах. Да, полноценно с ними взаимодействовать, и, кроме того, пехоты было больше артиллерии. Имеется в виду пехоты как стрелковые соединения и объединения. Соответственно, у танковой армии Радзиевского у нее было минимальное количество тяжелой артиллерии. Я бы даже так сказал, что тяжелой артиллерии у нее не было вовсе, у нее была только легкая артиллерия. Поэтому штурм вот этой, так сказать, если бы удалось бы бросить все силы армии Радзиевского на Прагу, то при наличии у немцев на тот момент фуз-патронов, они уже были в изобилии, я бы так сказал, это было бы страшное никчемное избиение, при том, что оно не имело перспектив. Вот, если бы восставшие взяли прочно
мосты варшавские, то я практически уверен, что и Радзиевский, и командующий фронтом, не раздумывая бы, бросились к этим мостам и действительно могли бы ворваться в Варшаву. А в текущей ситуации, той ситуации, которая сложилась в начале августа 1944 года, ворваться в Варшаву Красная Армия не могла. Просто технически, потому что мосты наверняка были бы взорваны, и они были взорваны в сентябре, когда Красная Армия подтянула пехоту, снабжение и взяла таки Прагу. Что произошло? Мосты были взорваны немцами, потому что те саперы, которые их заминировали еще, что называется... Наконец получили приказ повернуть рычаг и взорвать их. А вот скажите, 22 августа перешел в наступление Второй Белорусский фронт, но у него тоже прорыва не получилось. Почему, на ваш взгляд? Немцы уже сумели создать достаточно прочный фронт за счет переброски резервов. То есть все же под Варшаву, во-первых, бросили достаточно свежих сил, и как из резерва, так и из других участков фронта. И достаточно сказать, что по тот момент был нанесен сильный контрудар по 65-й армии Батова, когда штаб Батова был отрезан от передовых частей, когда, в общем-то, пришлось серьезно брать в руки управление, чтобы избежать больших потерь. Кроме того, Второй Белорусский фронт начал наступать еще в Багратионе 23 июня 1944 года и прошел с боями огромное пространство, начиная от Днепра. Он начал наступать еще за Днепром, еще на меридиане, находящемся к востоку от Днепра. Он форсировал Днепр, взял Могилев и двигался дальше через всю Беларусь. Разгромив при этом группу армий «Центр». Да, участвуя в разгроме группы армий «Центр». И, естественно, этот разгром, он требовал сил и приводил к потерям. Поэтому вот те недели... И пополнения, естественно, не хватало уже. Да, пополнения, да. Войсках. Да, все же 1944 год и людские ресурсы, они были дефицитом у всех. И у немцев, которые были вынуждены штурмовать Варшаву всяким сбродом, и у Красной Армии. А сколько в ротах было примерно вот, на момент? К тому моменту, как вышли к Варшаве, колебалось от 20 где-то до 50 человек. Это при том, что штатная должность... Штатная примерно 140. 140 человек. Но 140 их никогда не было. То есть даже на момент начала Багратиона ни одна рота не имела такой численности. Дивизии, которые начинали Багратион, они колебались в численности 6-7 тысяч человек при штате 10 тысяч. Соответственно, к Варшаве они просели примерно до 4 тысяч человек. И их наступательные возможности уже были сильно снижены. Кроме того, были растянуты линии снабжения, и полноценно подвозить боеприпасы, горючее получилось далеко не сразу. То есть активные действия Красной Армии под Варшавой, это все же ближе к сентябрю 1944 года, когда удалось восстановить нормальное снабжение, то есть подвоз по железной дороге через Белоруссию, и тогда-то были достигнуты, пусть и ограниченные успехи, и созданы предпосылки для освобождения Варшавы в январе 1945 года. А почему к середине сентября 1944 года окончательно выдохлось, значит, наступление наших войск? Фронт стабилизировался на несколько месяцев. Фронт стабилизировался, поскольку, во-первых, он остановился в основном на рубеже Вислы, за исключением нескольких плацдармов. Это к югу от Варшавы был плацдарм Магнушевский, значительно южнее Первый Украинский фронт располагал, я бы так сказал, крупнейшим плацдармом Сандомирским, но периметр этих плацдармов, его расстояние вот по этому периметру в километрах, оно было достаточным для тех сил, которые собрали немцев, чтобы их оборонять. То есть немедленно наступать не получалось. Кроме того, попытки предпринимались, но уже в октябре, например, когда, пополнившись, приведя себя в порядок, попытались нанести удар и
сломить противника в Восточной Пруссии, но это ожидаемого успеха не принесло, и радикальный перелом случился уже в январе 1945-го. А оказывается ли какая-то помощь восставшим со стороны Красной Армии путем артиллерийских обстрелов или авиации? Авиация, да. Помощь авиации оказывалась. Летали штурмовики, летали по 2 на снабжение. Но надо сказать, что восставшие с самого начала не ориентировались на установление связи с Красной Армией. И это затрудняло взаимодействие. Тем более, что восставшие были рассеяны по городу Варшаве. И вот так вот сразу же определить, куда что сбрасывать, было проблематично. И здесь надо сказать о том, что было, опять же, до помощи Красной Армии, помощь со стороны союзников. Она часто преувеличивается, и преувеличивается ее объем, и преуменьшаются при этом реальные возможности союзников. Если же посмотреть на то, что делали ночные бомбардировщики англичан в это же время, то они, например, 26 августа летали на Кёнигсберг. Это на 75 километров дольше, чем до Варшавы. То есть это на несколько минут лету дальше, но они летали более крупными силами и сбрасывали больший тоннаж, правда, бомб, естественно, а не предметов снабжения. То есть англичане, не сказать, чтобы использовали имеющиеся у них силы на всю катушку. Те рейды, которые были, они по объемам сброшенного сильно отставали от настоящих бомбардировочных рейдов, при всей там специфике. И складывается впечатление, что англичане тоже без особого энтузиазма относились к восстанию и к тем результатам, которые были им реально достигнуты. Кстати, они так ведь и не сбросили, не десантировали бригаду Сособовскую, как просил, по-моему, Комаровский. Но это было безумием. Тут на огромном расстоянии от ближайших баз, чем бомбардировщиками, транспортный самолет бы, во-первых, просто не долетели так далеко, и долетели бы только в один конец. Поэтому... Кстати, в 2004 году премьер-министр Польши Белка потребовал от британцев извиниться за то, что они плохо помогали и во время восстания, и те отказались это делать. Да, и такая еще деталь, которая показывает, что вот эти рейды были в сильной степени пропагандистскими. Летали из Италии, и летали бомбардировщики, в том числе с польскими экипажами. То есть это был использован как случай поднять мораль польских пилотов, и действительно они летали, несли потери, но тем не менее это не было оптимальным с точки зрения маршрутов полета до Варшавы и реальных технических возможностей, которыми располагали англичане. Ну, давайте поговорим теперь о, так скажем, о том, как относилось политическое руководство СССР к этому восстанию. Я бы хотел спросить, в конце июля, начале августа 1944 года в Москве проходили переговоры между Сталином и Миколайчиком, премьер-министром этого лондонского правительства в миграции. О чем они говорили и почему не договорились? Вообще говоря, Сталин обещал Миколайчику, что Варшава будет взята. И действительно, настроение советского военного и политического руководства на начало августа, оно было ориентировано на то, чтобы сделать максимум для того, чтобы Варшава перешла под контроль, так скажем, союзников в целом, потому что это важнейший железнодорожный узел и, вообще говоря, важнейшая стартовая точка для дальнейшего наступления на Берлин и дальнейшего разгрома Германии. Поэтому настроения были вполне четкие. А вот дальше настроение стало меняться. То есть, когда выяснилось, что, во-первых, восставшие ориентировались в первую очередь на лондонское правительство, что восставшими не было достигнуты какие-то значимые результаты, которые позволяют с их помощью освободить Варшаву как крупный железнодорожный узел и опорный пункт, то настроение стало более прохладным. Вновь какой-то энтузиазм некий появился, когда Красная Армия взяла Прагу. И тогда пошло интенсивное снабжение восставших, но, тем не менее,
ожидавшегося эффекта это не принесло, и высадка в попытка форсирования Вислы частями польскими в составе Красной Армии, она по существу закончилась провалом. То есть плацдарм пришлось эвакуировать. И снова стали относиться к этому всему прохладцы, потому что, естественно, в той обстановке военного времени то, что высадка не привела сразу к соединению с восставшими, это было воспринято как, что восставшие, они намеренно оставили десант без помощи. То есть это были эмоции, но тем не менее эти эмоции, они в любом случае влияли на ход понятно, ситуации. Что в условиях тумана войны не было однозначно понятно, очевидно, это объективные причины препятствовали, или это были какие-то приказы, которые ориентировали на то, чтобы минимально взаимодействовать с десантом. Поэтому вот этот провал этой операции на западном берегу Вислы, он снова привел к охлаждению. Как я понимаю, еще одним моментом охлаждения отношения Сталина к вот этой ситуации было предложение Миколайчика создать, значит, представительство Лондонского комитета параллельно, значит, с Люблинским комитетом. Ну, это политические уже игры, и действительно тут профессионалов в политике с многолетним опытом Миколайчик вряд ли мог так вот, что называется, переиграть в два хода, поставив им мат. И создание Люблинского комитета как гарантии того, что будет некая политическая борьба за Польшу в дальнейшем, оно так просто, этот козырь, упускать советское руководство не собиралось. Но подчеркну, опять же, с моей точки зрения, как военного историка, огромную роль играли все же сугубо военные факторы. Ну вот я хочу процитировать заявление ТАСС от 12 уже августа, то есть менее 2 недель, о том, что упрек в сторону, значит, польского мигрантского правительства, не было предпринято ни одной попытки, чтобы своевременно предупредить и согласовать с советским военным командованием какие-либо выступления в Варшаве. Ввиду этого ответственность за события в Варшаве падает, ну, на лондонские мигрантские круги. То есть Сталин уже дал понять, что относится к этому отрицательно уже. Да, но первый же месяц. Проблема-то в том, и, к сожалению, может быть, Сталин об этом не знал, о том, что польские мигрантские круги, вот у нас из книги в книгу пишут, что по сигналу из Лондона подняли восстание. Да не было этого сигнала из Лондона. Право принимать решение о том, когда поднимать восстание, было отдано Комаровскому. Ему был дан полный карт-бланш. И ему никто приказы из Лондона начинать именно сейчас, именно в той ситуации, которая складывалась, ему никто этого приказа, радиограммы такой не давал. А он принял это решение на основании? Он принял это решение на основании слухов о том, что советские танки уже, можно сказать, входят в Прагу. И надо скорее успевать, да. Чтобы... А советские танки дефилировали мимо Праги, то есть, может быть, они это их увидели в каких-то деревнях на подступах или каких-то дачных, что называется, районах города их увидели, но они дефилировали мимо в направлении плацдарма. И, соответственно, вот это решение, которое принял Комаровский сам, может быть, если бы он пытался связываться с Лондоном и просить у них решения, может, ему бы никто этого приказа-то и не отдал. И, может быть, наоборот, попытались бы связаться через английское правительство со Сталиным и с Красной Армией, спросить, как там у вас дела, какие у вас планы. Николайчик сидел в Москве в этот момент. Да, сидел в этот момент, и, в принципе, я думаю, что Комаровскому могли сказать, сиди смирно. Ну да, то есть самодеятельность получилась. И вот эта самодеятельность, она проявилась во всем. И вот я на протяжении передачи показывал, как говорится, реперными точками ошибки восставших, о которых почему-то часто забывают, которые привели восстание, поставили с самого начала в крайне сложное положение. Как развивались ситуация, события потом, когда, значит, восставшие капитулировали в итоге? Ну, во-первых, разумеется, была зачистка Варшавы территории. И, вот мы видели там крупнокалиберные мортиры, там, по-моему, использовали. Нет, мортиры – это все же не момент капитуляции. Дело в том, что сначала немцы
имея слабые силы, и, я бы так сказал, силы с весьма убогими наступательными возможностями, они очищали город медленно и печально. И для того, чтобы гальванизировать вот это наступление по улицам города, снимать с фронта армейские части и даже эсэсовские подразделения, немцы не решились. Они бросили туда, во-первых, реактивные минометы. Небельверферы, да? Вот? Да, Небельверферы с фугасными зажигательными ракетами. Да, вот именно такие. А что это, кстати, такое? Вот, это ракета калибром либо 280, либо 320 миллиметров, запускавшаяся с специальной пусковой деревянной одноразовой. И какой разлет у нее? Убойная сила? Убойная сила была такова, что немцы называли, сами немецкие солдаты называли их штука цуфус, штука пешком. То есть они считали, что их мощь сравнима с мощью бомбардировщика, свободно способного... Знаменитые штуки, вот это емкость 87. Да, способны поднять тонну бомб, или хотя бы 500-килограммовую бомбу. И все это валилось вот на голову... На голову восставших. Да, следующим номером программы стали орудия «Карл», типа «Карл». То есть брошены были вот эти вот специфические орудия калибром 600 миллиметров. К тому времени, по-моему, пара машин уже была перестволена на 540 миллиметров, предназначавшись для сокрушения линии Мажино. И их стали использовать для расстрела зданий в центре города. Потому что бои, основное время, которое шло Варшавское восстание, это были бои в основном за центр города. То есть Волю еще в августе немцам удалось подавить восстание, взять под свой контроль. А дальше начались бои за прочные здания в центре города. Причем, что интересно, эти орудия, которые предназначались для стрельбы под прочным бетонным дотом, здания, обычные постройки, были для них слишком малопрочные. Они пролетали просто, да? Не, они попадали, естественно, велась навесным огнем, стрельба, в парке была позиция этих орудий, и они стреляли навесным огнем. Попадала в крышу, долетала до подвала и не взрывалась. Естественно, восставшие, которые испытывали острую нехватку любых средств борьбы, брали эти могучие снаряды, их потрошили, можно сказать, в полигонных условиях, будучи в подвале, укрытыми от обстрела, они их аккуратненько рассверливали, вытаскивали из них взрывчатку и делали самодельные гранаты. То есть немцы им присылали, по сути дела, оружие. Да, получается. Неизвестно точное число снарядов, которые были использованы таким образом. Кстати, в Севастополе тоже был ряд снарядов этих «Карлов», которые не взрывались. То есть вот этот взрыватель, предназначен для пробивания бетона, он все же плохо работал по другим целям. Так вот, точное количество снарядов, которые были переработаны в гранаты, неизвестно, но по Варшаве выстрелили примерно 60 или 70 снарядов 600-миллиметровых. В частности, было повреждено здание, первый польский небоскреб, здание Прудентиал, так называемое. И один из самых известных снимков периода Варшавского восстания – это момент взрыва снаряда «Карла» на Прудентиале. Я, можно сказать, всю передачу ругал восставших, но позвольте себе вот сейчас их немножко похвалить, что вот самым их умным ходом был захват электростанции Варшавской. Немецкие полицейские посадили туда сильный гарнизон, но поскольку у восставших были свои люди на самой станции, они этот гарнизон быстро изолировали и контролировали. Обесточили, да? Не, мало того, что они обесточили немцев, они получили себе электричество для кустарного производства оружия. И вот удержание электростанции, оно во многом давало в прямом смысле, гальванизировало восстание. То есть, обладая электричеством. 2 месяца они держались. Да, все же электростанция, она не продержала, до 2 месяцев она не дотянула, то есть ее взяли все же раньше. Последний период, последние недели додавливали уже такие очаги сопротивления более мелкие, но тем не менее, то, что восстание не было раздавлено еще в августе, в немалой степени это то, что сумели взять электростанцию и водопровод.
то есть водопровод. Кроме того, была очень удачная акция у восставших, когда они взяли склад немецкого продовольствия. Имея мизерные запасы продовольствия в начале восстания, они сумели с захватом этого склада, по крайней мере, часть своего гарнизона обеспечить. Почему Бур-Комаровский в итоге принял решение капитулировать? Я думаю, что он исходил все же из того, что если соблюдать конвенции, сдаться немцам, опять же, армейцам, то и удастся спасти остатки гарнизона. И надо сказать, что его-то отправили не в концлагерь, его отправили в Шталаг, то есть лагерь для военнопленных. Да, он еще был в генеральском звании там, да? Да, и сам Комаровский и его сподвижник, но же офицер польской армии, известный под прозвищем Монтер, они провели остаток войны в Шталаге и были освобождены, и позднее эмигрировали. То есть с самого начала Комаровский был ориентирован на то, чтобы эмигрировать, и он окончил свою жизнь в Лондоне. А какова была судьба его соратников, подчиненных? Немцы их не расстреливали? Мелкие, естественно, руководители мелких отрядов, опять же, каратели, они, естественно, делали, что хотели. А ближайший сподвижник Монтер, вот он как раз немцами был тоже отправлен в Шталаг, и его участь разделил, по-моему, еще, по крайней мере, там, пара десятков человек. А вот покажите нам, пожалуйста, фотографии с Бах-Залевским. Я вот хотел бы спросить, она такая достаточно символическая, вот кому он пожимает руку? Наверное, кому-то из руководителей восстания, да? Да, вот я в лицо, в профиль не узнаю, но, может быть, это Монтер. То есть, по-моему, это не Бур-Комаровский. Это правая рука, да, Бур-Комаровского? Ну, да. Или левая там, да? Да, можно сказать, я бы так сказал, его ближайший сподвижник и фактически военный руководитель, наиболее квалифицированный из военного руководителя восстания. То есть видно, что постановочные фотографии немцы делали, этому человеку стыдно, он как бы отворачивается, да, голову опустив, а торжествующий Бах-Залевский, вот, значит, радостно пожимает с видом победителя, да? Ну, вот, честно говоря, я с трудом себе представляю фотографии вот так вот, не знаю, Чуйков, пожимающий руку Вейдлингу. То есть, в общем, это у немцев, они все же, они мыслят у нас, мыслят по-другому. Вот у нас бы такой фотографии даже и не пытались бы инсценировать. А вот тут, может быть, это какой-то попытки обратиться к временам там рыцарства, еще что-то, но это, в общем, выглядело довольно смешно на уровне снесения города в руины и стрельбы по нему из засадных орудий. А каковы в итоге оказались, значит, потери у той или другой страны? Потери восставших все же исчисляются и за счет населения десятками тысяч человек. Считается, что немцы потеряли убитыми около 8-10 тысяч человек, но мне кажется, это несколько преувеличено. И в это попадают и части, которые обороняли Прагу от, например, от пехоты Красной Армии. То есть это такая цифра, которая часто называется, но, на мой взгляд, она несколько завышена. Хотя, безусловно, восставшие оказывали упорное сопротивление, но, скажем так, их противников было не так много, чтобы набить такое количество вот этих вот немецких карателей. То есть, может быть, за счет там персонала Люфтваффе, еще чего-то оно и добирается, но, я думаю, с большим трудом. Я думаю, что большинство все же за то, что не смогла. Не смогла, да? Ну, я бы так сказал, что в советский период в нас очень упорно вколачивали тезис про «не смогла», про приказ из Лондона, при этом предпочитали помалкивать про неудачи армии Радзиевского на подступах к Варшаве, про окружение, про достаточно серьезные проблемы, которые возникли, в том числе и с десантом через Вислу. И поэтому по принципу отрицания пропагандизма, потому что в этом всем было очень много пропагандизма и всяких ненужных слов про приказ из Лондона, про, так сказать, желание добиться каких-то политических задач,
на самом деле, если это все внимательно и, что называется, с холодной головой рассуждать, то можно так сказать, что Красная Армия не смогла пробиться к восставшим в тех реалиях, которые они сами себе устроили. То есть к другим восставшим, вот если бы, что называется, поменять на Комаровского, на кого-нибудь более квалифицированного, и я бы так сказал, может быть, из того, кто учился в Академии Фрунзе, то, может быть, результат был бы другой. Или даже на того человека, который прошел Монте-Кассино. Еще одна, так скажем, малоизученная, во всяком случае, я не встречал особых информации по теме, что переживал Рокоссовский, командующий Первым Белорусским фронтом, когда он стоял под Варшавой, там, где он, собственно говоря, родился, и не мог, как поляк, значит, туда дотянуться, помочь. Вот. Ну, так скажем, Рокоссовский, он помимо того, что был человеком, связанным кровными узами с Варшавой, он был еще военным профессионалом и человеком, который нес ответственность за те сотни тысяч жизней, которые были ему доверены как командующему фронтом. У него под командованием находилось несколько сот тысяч человек. И бросать их в бесполезный штурм и обрекать их на гибель для него было, я думаю, что человечески гораздо труднее, чем поддаться какому-то искушению и вот броситься оголтело в атаку на город. Атака была достаточно четко спланирована, и когда все пошло не так, предпочли отказаться и не переть буром на вот эту городскую застройку, которая бы привела к напрасным, большому счету, потерям. А почему потом получилось в январе 45-го года? А плацдарм уже был к северу от Варшавы, то есть время-то зря не теряли, время оно шло, и имелись уже другие возможности, и Варшаву брали все же не в лоб. Угу. Мосты-то были уже взорваны, и Варшаву брали с севера, и это, опять же, были... То есть грамотно брали? Ну, брали, я бы так сказал, как планировали, так и брали. То есть это был тот же самый Лютежский плацдарм, удар в обход Киева, только перенесенный с берегов Днепра на берега Вислы. Сработал вот этот стандарт взятия городов, освобождения их или взятия, в зависимости от того, чей город, который применялся раз за разом, когда желательно всегда было атаковать город с тыла, то есть его обойти, ударить с тыла. Это прекрасно сработало у Рокоссовского, например, в Бобруйском, который мы обсуждали в прошлый раз, когда город был обойден, атакован с тыла, и, в общем-то, заставили гарнизон из него уйти. И город, так сказать, пал к ногам победителей. Ну и последний вопрос, и тоже нашу сегодняшнюю беседу. Вы полагаете, что у восставших не было никаких реальных шансов на успех? У восставших были шансы на успех при другом плане. Тот план, который был, он был обречен уже в 13:30 1 августа 1944 года. Это был военный историк Алексей Исаев. Мы говорили с ним сегодня об обстоятельствах восстания в Варшаве.